Роборок позиционирует себя как высококлассный бренд из Китая, выпускающий пылесосы среднего и премиального класса. К основным особенностям Роборок можно отнести высокую надежность. Рейтинг надежности Best Robot у пылесосов Роборок практически всегда выше 99. Вариативность рабочих инструментов. Классический резиновый валик, 2 валика, а теперь еще и щетка Duo Divide. И сравнительно высокую мощность, если речь идет о моделях с компактным рабочим блоком. Роборок S7 до сих пор самый мощный робот из тех, что мы тестировали. Чтобы вам проще было разобраться в различиях пылесосов Роборок, я разделил модельный ряд на несколько категорий. Средний класс, премиум класс, All-in-One и флагманские All-in-One. Далее вкратце расскажу о каждой модели, сравню с аналогами и дам рекомендации по выбору в фирменном разборе Best Robot. Бюджетных роботов линейки производителя принципиально нет, поэтому начинаем сразу со среднего класса. Эти модели выполняют уборку на высоком уровне, при этом стоят сравнительно недорого. Роборок Q5 Pro. Самый дешевый пылесос производителя и по совместительству самый дешевый робот с 2 валиками на всем рынке. Преимущество такой конструкции в двойной механической обработке поверхности. Несмотря на практически отсутствующую мощность всасывания в щелевом тесте по нулям, Q5 Pro показал топовые результаты с мусором на ламинате и среднем ковре. Но если собака таскает в дом песок, могут быть проблемы. Пылесос хорошо собирает шерсть, при этом у него огромный пылесборник на 770 мл. Влажная уборка слабая. Швабра с прямоточным смачиванием. Отмывает только водные пятна, а после парковки на станции под роботом может натечь лужица. Навряд ли это понравится вашему ламинату. Навигация грамотная на базе лидара. В приложении масса полезных функций, включая уборку по направлению укладки напольного покрытия или зоны с высокими коврами, не говоря уже про настройки для каждой комнаты. Более сбалансированный вариант. Роборок Q7 Max. У него робороковский валик 7 серии. Адаптируется к полу любой кривизны, прилегает максимально плотно, за счет чего под рамкой создается высокое разрежение воздуха. По номиналу сила всасывания меньше, чем у Q5 Pro. А по факту Q7 Max легко вычищает глубокие щели, собирает песок и даже вытягивает его из тонкого ковра. Ваш активный спаниель будет просто счастлив. Но если в доме огромное количество шерсти и волос разного типа, она может забивать рабочий блок, и валик придется постоянно чистить. Для влажной уборки большой резервуар с насосом. Подачу воды можно отрегулировать, никаких луж под пылесосом не будет. Но самый технологически совершенный из роботов такого типа – Роборок Q8 Max. Конструкция в целом такая же, как у Q5 Pro. Те же 2 валика и дизайн, но есть улучшения. Пылесборник уменьшили и таким образом убили 2 зайцев. Повысили мощность всасывания за счет сокращения объема прокачиваемого воздуха. Теперь робот чистит щели до 3 мм. И увеличили резервуар для воды. Салфетку прижимают к полу пружиной, а воды на нее поступает в разы больше, чем у аналогов. Смачивание можно отрегулировать ползунком. В результате Q8 Max отмывает даже сложные загрязнения, такие как земляная грязь. Еще одно улучшение – навигация с камерой структурированного света. Пылесос объезжает крупные предметы и даже показывает их на карте конусами. Такая же навигация у нового Q8 Max Pro. Робот ориентируется с помощью лидара и фронтального датчика. Правда, на боковом датчике решили сэкономить, как и на плавающем раструбе. Теперь он жестко зафиксирован в корпусе, из-за чего результаты уборки стали скромнее. Сила всасывания по номиналу возросла, но произошло это за счет уменьшения рабочего блока. Вместо 2 валиков 1 турбощетка. Она хорошо собирает волосы и не наматывает их на себя. Боковая щетка тоже не нуждается в обслуживании. У нее такая же конструкция, что у Роборок Q-Revo Curve, о котором я еще буду рассказывать. Швабра теперь поднимается на коврах, но качество влажной уборки снизилось, что следует учитывать при выборе. Отличительные особенности моделей среднего класса приведены в таблице. Q5 Pro подойдет только для поверхностной сухой уборки. Q7 Max и Q8 Max справляются с любыми задачами. Q8 Max Pro – хороший выбор для уборки шерсти на коврах. У большинства перечисленных пылесосов есть версии с самоочисткой. Их можно определить по отметке Plus в названии. Комплект со станцией самоочистки нужно покупать сразу, потому что отдельно она не продается.
Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Переходим к роботам премиум-класса. Более качественная влажная уборка и улучшенная навигация. Правда, к Roborock S7 это не относится. У него только лидар с ИК-датчиками. Маневрирует грамотно, но предметы не обходит. Эту модель уже не выпускают, но ее стоит поискать на остатках у продавцов. S7 определенно заслуживает вашего внимания. В телеграм-канале я выкладывал щелевой тест. Несмотря на скромные 2500 паскаль, робот всплошную чистит щели до 8 мм, а точечно даже 10 вытягивает. У робота выдающиеся результаты уборки на ламинате и тонком ковре – 98–100%. Но кроме этого он вытирает пол виброшваброй, поднимает ее при заходе на ковры, а в приложении можно выбрать плотность зигзагов. Roborock S7 уже сняли с производства, а вот его улучшенная версия S7 Max V еще доступна на маркетплейсах. По сути, перед нами тот же S7 с якобы увеличенной мощностью, на самом деле нет, и с на самом деле улучшенной навигацией. В бампере установлена RGB-камера с подсветкой, которая безошибочно определяет даже мелкие предметы на полу. Кот не сможет отомстить, как бы ни старался. Найденные объекты Max V фотографирует и отображает значками на карте. Навигация дифференцированная. Опасные предметы робот обещает на расстоянии. Безопасные с плотным касанием. Инженеры продумали каждый нюанс. Если Max V встретит в комнате другого робота, у него сработает любовная программа. Гроссмейстерский интеллект и высочайшее качество сухой уборки помогли набрать роботу 97 баллов. По системе оценки Best Robot это до сих пор лучший робот без станций из всех протестированных. У этих двух пылесосов S7 и S7 Max V есть плюсовые версии с выгрузкой мусора. Причем станция необычная, с безмешковым пылесборником. Просто вынимаем контейнер, вытряхиваем и заряжаем обратно. Максимально удобно. Самый свежий из пылесосов без многофункциональной станции – Roborock S8. Главное отличие от роботов 7 серии – рабочий блок с двумя валиками и трехлучевая щетка, которая меньше цепляется за ковры, хотя лично мне больше нравится старая пятилучевая. По номиналу сила всасывания возросла до 6000 паскаль, но по факту пылесос едва справляется с 2-миллиметровой щелью. Даже уменьшение пылесборника не помогло. Воздушный поток просто рассеивается под поверхностью большого раструба. S8 хуже убирает тонкий ковер, не может вытянуть пыль из глубины, зато валики собирают волосы в промышленности объемах. Ничего не запутывается и не застревает. Новая камера структурированного света не уступает старой камере по качеству распознавания, но удаленно к ней подключиться нельзя. Любовную программу тоже убрали. Швабра теперь с двумя вибросегментами, поэтому со сложными загрязнениями справляется чуть лучше. В домах с лохматыми питомцами стоит обратить внимание на профессиональную версию этой модели. Называется Roborock S8 Pro. Главная особенность – щетки с распутыванием волос, такие же, как у Roborock Q8 Max Pro. Несмотря на сомнительную конструкцию, система работает. После тестов щетка чистая. Сила всасывания выше средней. Виброшвабра оттирает пятна лучше, чем статичная салфетка. Но навигацию по сравнению со старым S8 упростили. Активную камеру убрали. S8 Pro замечает только крупные предметы. Еще и боковой датчик решили убрать, из-за чего у робота бывают затыки при движении вдоль стены. Отличительные особенности роботов S-серии представлены в таблице. S8 больше подойдет для мохнатых ковров и кошачьих домов. В остальных случаях лучше взять S7 Max V. Кстати, у этих моделей тоже есть версии Plus со станцией выгрузки, но конструкция стандартная с одноразовым мешком. Ну а теперь переходим к роботам с многофункциональной станцией. Они выгружают мусор, стирают и сушат салфетки, а вам остается только наслаждаться жизнью. Старейший из тех, что еще выпускают. Roborock S7 Max Ultra. За основу для разработки взяли S7 Max V, но слегка упростили. Камера структурированного света определяет предметы не так хорошо, пропускает мелочевку и провода. Мощность всасывания снизили. Салфетка вытирает не так эффективно. Но даже с такими упрощениями робот показывает 94–96% на ламинате и ковролине, 87% на среднем ковре. Отмывает любые загрязнения, включая кетчуп. Мусор выгружает по старинке через раструб, но при регулярной уборке
уборки такая система работает нормально. В целом, пылесос неплохой. Проблема лишь в том, что за те же деньги можно взять Roborock Cureva S. Это слегка модернизированная версия отличного Roborock Cureva, который был первым пылесосом производителя с боковой выгрузкой мусора. Теперь парковка происходит куда быстрее. И с мопами, поднимающимися при заходе на ковры. У Cureva S повысили лифт салфеток с 7 до стандартных 10 мм, а также повысили всасывание до 7000 паскаль по номиналу. Правда, по факту, как это часто бывает, оно немного снизилось, но пылесос все равно достаточно мощный, а старых Cureva за нормальные деньги вы уже не купите. Так что придется смириться. Еще к достоинствам Cureva S можно отнести то, что это один из самых тихих пылесосов на рынке. Максимальный уровень шума 58 дБ против 72 дБ у аналогов. Моторчик мягко шелестит, а не гудит. Убегать в другую комнату не нужно. Улучшенная версия Cureva S, а по совместительству один из лучших роботов по сочетанию цена-качество. Это Roborock Cureva Pro. База осталась прежней, но у прошки один из мопиков выдвигается к стене, промывая слепую зону. Интенсивность смачивания тоже повысили, в результате чего влажная уборка у этой модели вышла на новый уровень. Даже прилипший кетчуп отмывает. В приложении добавили умный режим. Робот может сам настроить параметры уборки в доме, но вручную подкрутить ползунки тоже никто не запрещает. Если робот приедет на станцию с грязными салфетками, он автоматически запустит повторную уборку. Еще более прогрессивный вариант – Roborock Cureva Max V. Главное отличие от профессиональной версии – продвинутая навигация. Max V успешно объезжает даже мелкие предметы, включая сюрпризы питомца, отмечает на карте зеркала и вообще распознает любые предметы. Мало того, при желании вы можете удаленно подключиться к камере, проехать по дому и поздороваться с котом. Помимо умного режима, в Max V интегрировали голосовой помощник Hello Rocky. Алиса больше не нужна, можно отдавать команды непосредственно пылесосу, запускать уборку в выбранной комнате, регулировать параметры работы и масса всего еще. Фактическую силу всасывания уменьшили. Робот уже не показывает чудес сухой уборки, но ламинат и ковролин убирает достойно. Влажная уборка тоже стала менее компетентной, но для домов без экстремальных загрязнений Cureva Max V – отличный выбор. Альтернатива для мохнатого ковра. Roborock S8 Pro Ultra. Два валика основательно вычесывают глубокий ворс. Робот хорошо справляется с сухой уборкой, даже несмотря на слабое всасывание. Влажная уборка выполняется за счет вибрации салфетки. Она нормально отмывает водные пятна, но в целом по эффективности уступает мопам и оставляет слепые зоны у стен. Так что S8 Pro Ultra подойдет лишь для профилактической протирки пола. Зато по навигации этот робот не уступает Cureva Max V. Объезжает любые предметы, не боится темноты. Различия между доступными моделями All-in-One можете изучить в стоп-кадре. По большому счету, в 2025 году стоит выбирать между Cureva Pro и Cureva Max V, смотря что для вас важнее – качество уборки или удобство управления. Ну а те, кто не любит компромиссы, могут присмотреться к актуальным флагманам производителя, из которых в России на данный момент доступно 5 моделей. Roborock S8 Max V Ultra. Первый робот-пылесос, побывавший в космосе. Наверное, поэтому на старте продаж он стоил как подержанная машина. Но сейчас ценник опустился почти вдвое, порядка 90 тысяч. За эти деньги робот предлагает грамотную навигацию с обходом проводов и качественную уборку поверхности двумя валиками. Благодаря выдвижной торцевушке S8 Max V вошел в клуб 100. Так я называю модели, показавшие 100% при сборе мусора на ламинате. На мохнатых коврах космический пылесос тоже выступает уверенно. Но влажная уборка реализована слабо. Мини-мопик, похожий на влажный диск, практически не моет у стены, а виброшвабра уступает в эффективности круглым салфеткам. Из-за этого S8 Max V Ultra стоит рассматривать преимущественно для сухой уборки. Если вам понравилась концепция S8 Max V, в доме есть ковры, но хотелось бы нормальную влажную уборку, обратите внимание на Roborock Cureva Master. Крупноворсовые мопики с первого же прохода отмывают кофейные и сочные пятна, не оставляют слепой зоны у стены и справляются даже с экстремальными загрязнениями. По сухой уборке Master тоже показывает себя немного лучше, чем Max V, причем во всех тестах. При этом работает заметно тише – 62 дБ на максимальной мощности.
Вытянуть песок из ковра двухваликовый пылесос не сможет, но с поверхностной очисткой справляется качественно. Главный минус этой модели в том, что она представлена только в глобальной версии. Это значит, что русской озвучки у нее нет, и голосовой помощник Hello Rocky работает тоже только на английском. Более универсальный и современный вариант – Roborock Cureva Curve. В этой модели производитель совершил целый ряд инноваций. Во-первых, закрытая, я бы сказал, имперская док-станция, с которой удобно вытирать пыль. Во-вторых, новые щетки с системой распутывания волос. Центральная состоит из двух частей, в промежуток между которыми улетают наматываемые волосы. Боковая с двумя метелками на длинных поводках. Она тоже всегда остается чистой. Но главная инновация – адаптивное шасси, позволяющее преодолевать препятствия высотой 3 см, либо заявленное в рекламе 4 см, если речь идет о составных порогах. Cureva Curve сравнительно мощный, вычищает ламинат на 100%, хорошо собирает песок, убирает тонкий ковер. Влажная уборка тоже топовая, грязь собирает за 5 проходов. Отличный выбор для домов с лохматыми питомцами, особенно с большими собаками. Самый свежий All-in-One производителя из тех, что уже появились в продаже. Saras 10R. Модель разработана для домов с низкими проездами под мебелью. Sara спокойно заезжает в 8-сантиметровые зазоры. Такой проходимости удалось достичь за счет замены башенки лидара на сложный фронтальный датчик с RGB-камерой и TOF-сенсором. Новая система не уступает LTS-навигации, распознает провода, зеркала и прочие опасности, по крайней мере в рекламе. Станция теперь подогревает воду до рекордных 80 градусов, раньше было 75. Вероятность возникновения запаха стала еще ниже. В остальном перед нами тот же Cureva Curve с щетками, не нуждающимися в обслуживании, с адаптивным шасси и практически с той же силой всасывания по номиналу. В ближайшее время возьмем этого робота на обзор. Не забудьте подписаться на канал. Говоря о флагманских моделях с многофункциональной станцией, нельзя не сказать о новейшем Roborock S9 Max V Ultra. Он представляет собой среднеарифметическое Curve плюс S8 Max V и немного инноваций. От Curve S9 взял центральную щетку Duo Divide и двухлучевую торцевушку. Теперь она поднимается при обнаружении жидкости на полу. И скалолазную подвеску с прохождением порогов 3 см и с подъемом корпуса на высоких коврах. От старого S8 девятка взяла виброшвабру. Но теперь пылесос умеет снимать ее на станции, если предстоит работа с глубокими коврами, либо сильнее прижимать к полу, если нужно отмыть суровые пятна. Но главная инновация S9 Max V Ultra – это, конечно, складной лидар. Когда нужно забраться под диван, робот втягивает башенку в корпус и беспрепятственно заезжает в пространство до 8 сантиметров. Этого робота тоже постараемся добыть на обзор, а предварительно сравнить особенности флагманских моделей производителя можете с помощью таблицы на экране. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Но давайте все-таки попробуем разобраться без чата. Из недорогих моделей для сухой уборки выбираем между Q7 Max, если нужно глубоко почистить преддверный коврик, или Q5 Pro, который подойдет для пушистых ковров. Самый универсальный вариант Q8 Max. В отличие от Q5 Pro, он хорошо моет пол и объезжает крупные предметы наподобие тапок. Ну а если хотите, чтобы объезжал всяческую мелочевку, тогда стоит присмотреться к Roborock S8, либо взять старенький S7 Max V, который до сих пор даст фору любому роботу на рынке. Подход к выбору остается прежним. На мохнатые ковры двухваликовый S8, для гладкого пола и ковролина S7 Max V. Для каждой из перечисленных моделей есть вариант с выгрузкой мусора, просто к названию добавляется пласт. Опция не обязательная, но полезная для больших домов. Особого внимания заслуживают новые модели с системой распутывания волос. Roborock U8 Max Pro и Roborock S8 Pro. Обе сравнительно простые, зато минимум обслуживания в домах, где живут собаки и кошки. Из бюджетных моделей с многофункциональной станцией можно рассмотреть Cureva S, но он не моет вдоль стены, поэтому рекомендую все-таки добавить до Cureva Pro. По сочетанию цены и качества это лучший пылесос Roborock на данный момент.
При выборе в дома с умеренным уровнем загрязнения, без питомцев и без ковров, стоит взять на карандаш Cureva Max V. Он очень умный и поддерживает голосовое управление на русском языке. Альтернатива для домов с коврами и килотоннами шерсти. Cureva Master. У него выдвижная щетка, 2 валика, но голосовое управление только на английском, потому что глобальная версия. Самые современные и крутые пылесосы. Cureva Curve и Saras 10R. Оба скалолазы хорошо собирают шерсть ковра и не наматывают на щетки. Сравнительно мощные и качественно моют полы. Разница в основном в высоте корпуса. Saras ниже на 2 сантиметра. Если все-таки остались вопросы, добро пожаловать в чат. И не забывайте подписаться на наш ТГ-канал. Там масса всего интересного. А на этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.